Еще несколько лет назад представить, что юань станет грозным конкурентом доллару, было почти невозможно. Но события последних месяцев обрушили на головы аналитиков холодный душ. По данным SWIFT, в марте этого года расчеты в юанях превысили 10% глобальных операций, что стало историческим максимумом. Контракты на нефть между Китаем и Саудовской Аравией, заключенные в юанях, породили эффект домино. Бразилия и Аргентина теперь активно заключают сделки с Китаем без использования доллара. А на биржах Гонконга и Шанхая объемы торгов в национальной валюте взлетели в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Почему это шокирует? Доллар десятилетиями был не просто валютой, он был символом мировой финансовой системы. С момента, когда в середине 20 века Америка подписала Бреттон-Вудские соглашения, доллар стал эталоном для всего мира. Но теперь, когда Китай наращивает свои резервы, увеличивает золотой запас и предлагает странам-партнерам уйти от долларовых расчетов, карта мира перекраивается на наших глазах. Особенно тревожный сигнал прозвучал, когда Индия и Китай начали обсуждать расчет за энергоносители в рупиях и юанях. Даже Россия, оказавшаяся под жесткими санкциями, поддержала этот тренд, перейдя на расчеты с азиатскими странами в национальных валютах. Но если вы думаете, что это просто красивая статистика, подумайте снова. Ведь за сухими цифрами скрывается гораздо более сложная игра, которая вот-вот покажет миру свое истинное лицо. На поверхности кажется, что Китай действует в одиночку. Но реальность куда интереснее. Южная Корея, несмотря на давний военный союз с Америкой, тихо усиливает экономические связи с Китаем. Торговый оборот между этими странами за последние 5 лет вырос почти в 1,5 раза, а Сеул уже несколько лет подряд получает из Пекина больше инвестиций, чем из Вашингтона. Малайзия и Индонезия тоже не остаются в стороне. Эти страны подписывают с Китаем многомиллиардные соглашения по инфраструктуре в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и все чаще обсуждают, как минимизировать долларовые риски. А вот Япония, несмотря на сложные отношения с Пекином, проявляет осторожный интерес к созданию региональных финансовых инструментов. Этот альянс пока формально не объявлен, но эксперты уже называют его Азиатским торговым кольцом. Главная цель — создать устойчивую сеть расчетов, поставок и инвестиций, которые не зависят от американских санкций и долларовых колебаний. И самое тревожное для США заключается в том, что эта сеть растет не благодаря политическим договорам, а через тысячи реальных сделок между бизнесами. Именно поэтому в Вашингтоне сегодня нервничают куда больше, чем это видно на публике. Ведь за фасадом формальных союзов назревает то, что может изменить архитектуру мировой экономики. Если заглянуть в статистику мировых резервов, доллар все еще король, его доля превышает 50%. Но если смотреть динамику, становится понятно, трон под ним качается. Еще 15 лет назад доллар покрывал около 70% мировых резервов. Сегодня эта цифра упала почти на 20%, и основной бенефициар этого падения — юань. Что важнее, центральные банки Азии и Африки все чаще продают долларовые активы и наращивают запасы золота. Только за прошлый год Китай увеличил золотой запас на 150 тонн, а Индия почти на 100. Эти цифры кажутся сухими, но на практике они означают, что азиатские страны начинают готовиться к миру, где доллар не будет абсолютной валютой. Еще один тревожный сигнал — дедолларизация торговли. Россия, Китай, Иран, Индия — все эти страны сокращают долларовые расчеты в нефтяных сделках. А недавно даже Франция провела закупку сжиженного газа в юанях, что стало ударом по привычной долларовой системе. И вот тут возникает вопрос, что же происходит за кулисами? Почему доллар теряет позиции именно сейчас, когда Америка остается крупнейшей экономикой мира? Ответ кроется в том, что Азия выстраивает совершенно новый торговый порядок. Когда Америка вводит санкции или повышает пошлины, она рассчитывает на то, что страны останутся зависимыми от западных цепочек поставок. Но Азия научилась действовать иначе. Китай строит инфраструктурные проекты от Лаоса до Пакистана, Южная Корея инвестирует в заводы в Индонезии, а Вьетнам становится одним из главных хабов для производства электроники. Эта сеть не просто торговая, это полноценная экосистема, в которой товары, деньги и технологии движутся в обход американских каналов. Например, логистические маршруты через Центральную Азию позволяют Китаю и России торговать, не завися от морских путей, контролируемых США. А создание совместных платежных систем, вроде китайской СИПС, дает возможность проводить
проводить транзакции, минуя SWIFT. Южная Корея, хоть и осторожно, участвует в этих проектах, понимая, что будущее за многополярными связями. А Индия, несмотря на разногласия с Китаем, тоже все чаще присматривается к участию в таких схемах, особенно на фоне попыток Запада диктовать условия. Все это означает, что на наших глазах формируется новый глобальный каркас, в котором доллар уже не является главным узлом. И хотя многие эксперты пока недооценивают эту трансформацию, она уже начала менять баланс сил. Мировая финансовая система долгое время жила по правилам, установленным США. Но эти правила трещат по швам. Санкции против России показали, что доллар может быть превращен в оружие. Это заставило многие страны задуматься. А что, если завтра Вашингтон решит отключить их от долларовых расчетов? Китай, видя эту угрозу, ускорил создание альтернативных финансовых каналов. Южная Корея, Япония и даже некоторые арабские страны начали диверсифицировать свои резервы. А страны Юго-Восточной Азии создают региональные валютные пулы, которые могут сработать как страховка на случай финансовых кризисов. Интересно, что сами США до недавнего времени считали, что альтернативы доллару просто нет. Но сегодня эта уверенность начинает рассыпаться. Ведь Азиатский альянс демонстрирует, что правила можно переписывать, если действовать достаточно слаженно и последовательно. И вот тут возникает главный вопрос. Если прежний мировой порядок рушится, что придет ему на смену? Ответ скрыт там, где интересы пересекаются не только в экономике, но и в большой политике. Южная Корея долгое время балансировала между двумя гигантами – США и Китаем. С одной стороны, военный союз с Америкой, экономические и технологические связи, поставки оружия, совместные учения. С другой, Китай, крупнейший торговый партнер, главный покупатель корейских товаров и инвестор, от которого зависит почти треть корейского экспорта. Еще 5 лет назад Сеул категорически отвергал возможность ослабления связей с Вашингтоном. Но теперь ситуация изменилась. На фоне торговых войн, давления со стороны США и угроз санкций, Южная Корея начала осторожно двигаться в сторону многополярной модели. Например, в сфере полупроводников Сеул все активнее работает с Китаем, несмотря на американские попытки ограничить эти контакты. А в области финансов Южная Корея недавно подписала меморандум с Китаем о развитии расчетов в юанях. Политически это пока не выглядит как разрыв с США, но экономически Корея уже готовит себе запасной аэродром, и это крайне тревожный сигнал для Вашингтона. Ведь если даже ближайшие союзники начинают задумываться о диверсификации рисков, значит старые гарантии уже не работают. И пока многие западные аналитики успокаивают себя словами о незыблемости альянсов, в азиатских кулуарах происходят процессы, которые могут полностью поменять правила игры. Китайский лидер Си Цзиньпин последние несколько лет выстраивал амбициозную стратегию экономического лидерства. И сегодня Пекин использует свои ресурсы, чтобы диктовать условия даже самым близким партнерам. Например, он предлагает азиатским странам кредиты на льготных условиях, но требует, чтобы расчеты шли в юанях. Он инвестирует в инфраструктурные проекты, но контролирует ключевые узлы, вроде портов, железных дорог и логистических центров. В Южной Корее и других странах это вызывает двойственные отношения. С одной стороны, деньги и инвестиции Китая открывают колоссальные возможности. С другой, возникает опасность попасть в зависимость от Пекина. Но, как ни странно, именно страх перед США подталкивает страны региона к тому, чтобы принять правила Китая. Ведь Вашингтон доказал, что готов применять санкции и блокировать финансовые каналы. А Пекин пока действует мягче, обещая выгоды и развитие. Этот парадокс делает Китай крайне опасным игроком. Он предлагает альтернативу, которая выглядит более гибкой и безопасной, чем американская система. И чем дольше продолжается это противостояние, тем больше стран склоняются к тому, чтобы хотя бы частично принять новые условия. Но за этой мягкой силой скрывается нечто большее. Не просто деньги и технологии, а целая новая архитектура мировой экономики. Еще недавно казалось, что обойти SWIFT невозможно, но Китай создал собственную систему – CIPS, которая позволяет проводить международные платежи без участия западных банков. Уже сегодня более 1500 финансовых институтов подключены к этой системе, а объем транзакций растет почти на 20% в год. Южная Корея, Индонезия, Россия, Иран, Пакистан – все эти страны уже начали использовать альтернативные платежные каналы. Более того, Азиатский альянс разрабатывает собственные цифровые валюты, которые могут стать еще одним ударом по доллару.
Китайский цифровой юань уже тестируется на внутреннем рынке, а в ближайшие годы может выйти на международный уровень. Эта банковская революция меняет не только технологии, она меняет правила доверия. Если раньше финансовые операции базировались на американских гарантиях, теперь появляется альтернатива, где гарантом становится Китай. И хотя пока это кажется рискованным, все больше стран готовы попробовать. Но самые интересные последствия скрыты не в технологиях, а в том, как эти финансовые инструменты влияют на геополитический баланс. Вашингтон не сидит сложа руки. США активно вводят новые санкции, пытаясь заблокировать развитие китайских технологий, например, в области полупроводников и искусственного интеллекта. Они оказывают давление на союзников, включая Южную Корею и Японию, чтобы те ограничили поставки оборудования в Китай. Более того, США пытаются создавать собственные торговые альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сдержать влияние Пекина. Но проблема в том, что эти шаги дают лишь временный эффект. Китай развивает собственные технологии, создает замкнутые производственные цепочки, а азиатские страны находят способы обойти американские ограничения. В итоге ответ Вашингтона выглядит все более отчаянным. И если раньше Америка могла диктовать условия всему миру, то теперь ей приходится реагировать на инициативы, которые идут из Азии. Однако это только первая фаза борьбы, ведь у Азиатского альянса есть козырь, который может кардинально изменить расклад сил. Самый неожиданный инструмент в руках Азиатского альянса – это золото. Пока западные страны делают ставку на финансовые инструменты и цифровые активы, Китай и его союзники активно наращивают золотые резервы. По некоторым оценкам, за последние 5 лет Китай стал крупнейшим покупателем золота в мире, а Индия и Россия идут следом. Зачем? Ответ прост. Золото — это независимый актив, который нельзя заморозить или заблокировать санкциями. И если Альянс Азии решит использовать золотые резервы для обеспечения своих валют или международных расчетов, это может нанести мощнейший удар по долларовой системе. Но дело не только в цифрах. Сам факт того, что Азия возвращается к золоту, символизирует отказ от старых правил. Это демонстрация силы и независимости, которая пугает западные финансовые центры. И хотя пока этот козырь лежит в рукаве, многие эксперты уверены, его время уже близко. А значит, нас ждет фаза игры, где ставки станут еще выше. Энергетические рынки всегда были фундаментом мировой экономики. И вот здесь Альянс Азии наносит удар, который трудно переоценить. Китай уже заключил многолетние контракты с Россией на поставку газа по оси Сибири. Расчеты идут не в долларах, а в юанях. Саудовская Аравия обсуждает с Пекином возможность продажи нефти за юани, что ранее считалось немыслимым. Иран под жесткими санкциями вообще полностью переключился на расчеты вне доллара, используя китайские и индийские схемы. Но самое важное — это тренд. Если еще недавно почти все нефте- и газовые сделки шли через доллар, то теперь все больше стран ищут пути обхода. Индия закупает российскую нефть со скидкой, оплачивая рупиями и дирхамами, а Китай запускает фьючерсы на нефть в Шанхае, номинированные в юанях. Для США это тревожный сигнал, ведь энергетический рынок всегда был ключевым рычагом влияния Вашингтона. А теперь этот рычаг ускользает, и хотя пока доллар сохраняет лидерство, его позиции уже подрываются с разных сторон. И самое опасное здесь то, что эти перемены идут не только с Востока, но и с самого сердца Европы. Европа всегда была верным союзником США. Но последние годы многое изменили. Санкции против России, торговые войны с Китаем, рост цен на энергоресурсы. Все это заставляет европейские страны задуматься о собственных интересах. Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, терпит убытки от разрыва связи с Россией, но одновременно ищет пути усилить торговлю с Китаем. Франция заключает сделки на поставку газа в юанях, а Италия обсуждает участие в проектах «Один пояс, один путь». С одной стороны, Брюссель по-прежнему придерживается линии НАТО и поддерживает санкции. С другой, бизнес-сообщество Европы активно давит на политиков, требуя большей гибкости и открытости к азиатским рынкам. Этот раскол делает Европу слабым звеном в американской системе. И если Альянсу Азии удастся втянуть Евросоюз в свою орбиту хотя бы частично, последствия для доллара будут катастрофическими. Но пока этот процесс развивается медленно, скрыто, и лишь немногие понимают, насколько он опасен. На первый взгляд может показаться, что Азия уверенно идет к победе. Но ситуация гораздо сложнее. Внутри Альянса хватает противоречий. Индия и Китай спорят за влияние в регионе.
Южная Корея опасается чрезмерной зависимости от Пекина. Малайзия и Индонезия боятся попасть под финансовый диктат Китая. Кроме того, мировая финансовая система все еще сильно завязана на доллар. Даже если часть расчетов уходит в юани, евро или рупии, основная масса контрактов, кредитов и инвестиций остается долларовой. А значит, слишком резкий разрыв может обрушить не только западные рынки, но и самих азиатских игроков. Поэтому Альянс действует осторожно, лавируя между амбициями и реальностью. И именно это делает его еще более опасным. Он не рвет систему сразу, а медленно подтачивает ее изнутри, готовя финальный удар тогда, когда Америка будет меньше всего этого ожидать. Историки любят говорить о точках перелома, моментах, когда старый мир уступает место новому. И сегодня мы стоим именно на такой грани. Рост расчетов в юанях, уход стран из-под долларового зонтика, формирование альтернативных финансовых и торговых союзов — все это не просто новости из экономической хроники, а признаки глобального сдвига. Азиатский альянс переписывает правила мировой игры. Он показывает, что доминирование одной валюты больше не гарантировано. Он учит страны, что зависимости можно ломать, а старые цепочки разрывать. И если этот тренд продолжится, мир через 5-10 лет будет выглядеть совсем иначе. Америка пока сохраняет мощь, но уже не единоличную. Европа балансирует, Азия наступает. И впереди нас ждет не просто борьба валют, а схватка целых мировоззрений, систем и стратегий. Финальный вопрос. Может ли юань действительно потеснить доллар? Эксперты спорят. С одной стороны, китайская валюта пока не столь свободна, как доллар, а финансовая система страны жестко контролируется государством. С другой, Китай действует настойчиво, расширяя зоны влияния, заключая сотни соглашений, создавая финансовые инструменты и аккумулируя золото. Доллар все еще занимает больше половины мировых резервов, доминирует в торговле и инвестициях. Но он уже не непобедим. Юань набирает вес, азиатский альянс укрепляется, а Америка сталкивается с кризисами и внутренними вызовами. Мы стоим на пороге многополярного мира, где один центр силы сменяется несколькими. И как бы ни развивались события, одно можно сказать точно: эпоха безраздельного господства доллара подходит к концу. А значит, игра только начинается. Многие думают, что противостояние между долларом и юанем — это просто вопрос финансов, но на самом деле ставки куда выше. Речь идет о будущем мирового порядка, о том, кто будет диктовать правила, а кто подстраиваться. Китай не собирается останавливаться на достигнутом. Его альянс с Южной Кореей, Россией, Индией, странами Юго-Восточной Азии и даже частью арабского мира превращается в мощный блок, который способен переписать карту мировой экономики. Причем это не только расчеты в национальных валютах. Это логистика, технологии, инвестиции, цепочки поставок, инфраструктура. Это целая параллельная система, которая строится шаг за шагом, медленно, но неуклонно. Вашингтон, конечно, тоже не сдастся. США запускают собственные инициативы, ищут новые альянсы, усиливают давление на союзников, развивают инновации. Америка по-прежнему остается сильнейшей державой мира, но теперь ее монополии бросают вызов. И это значит, что мы входим в эпоху долгой, изматывающей стратегической борьбы, где победитель не определится за один день или год. Особую интригу добавляют новые игроки — Бразилия, Африка, Ближний Восток. Эти регионы внимательно наблюдают за схваткой и ждут момента, чтобы встать на чью-то сторону или сыграть собственную партию. Именно от того, как будут действовать эти страны, может зависеть окончательный исход борьбы. Мир меняется. Юань и доллар больше не просто валюты. Это символы двух миров, двух моделей развития, двух видений будущего. И пока одни радуются первым успехам, а другие подсчитывают потери, самое главное остается за кадром. Большая игра только начинается. Финальный счет будет известен не завтра и не через год. Но уже сейчас понятно одно: эпоха однополярного мира закончилась, и те, кто это понял вовремя, получат шанс стать хозяевами нового мира.